вопросы обсудим уже в более узком формате. Мы в этом формате. Исполнительная власть сейчас работает в Государственной Думе. Мы довольно эффективно. Председательство Российской Федерации нам предстоит участвовать. Я думаю, передать слово для приветствия от Государственной Думы заместителю председателя. Многополярного мира. Давайте начнем нашу работу. Спасибо. Спасибо, Виктория. Мы чуть позже, когда будем выступать, все друг друга увидим. Мы в этом формате с вами встречаемся уже 5-й раз. Так быстро время бежит, 5-й раз, да. И довольно эффективно выстраиваем нашу работу. Я вас благодарю за это, коллеги. 6 доложит мой коллега, товарищ Василий Иванович Пискарев. Россия сохранит преемственность в развитии основных сфер взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив завершившегося успешного председательства Киргизской Республики. С учетом геополитической напряженности мы ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам. Наши усилия будут сфокусированы на эффективном выполнении главной миссии организации – поддержании мира и стабильности в зоне ее ответственности, обеспечении благоприятных условий для безопасного развития и процветания государств-членов ОДКБ. Генеральный секретарь у нас присутствует здесь ОДКБ, это Алатбек Шамудинович Масадыков. Считаем важным включение ОДКБ в процесс выработки контуров новой системы безопасности в Евразии. Организация могла бы стать одной из несущих опор будущей архитектуры равной и неделимой безопасности. В этом контексте продолжим линию на развитие прочных связей ОДКБ с государствами Евразийского пространства и их интеграционными объединениями, прежде всего с нашими ближайшими партнерами СНГ и ШОС. Тут у нас где у нас? Извините. Полагаем, что необходимо продолжать работать с Китаем в тех практических сферах, где они к этому готовы, наши коллеги китайские, например, в рамках антинаркотических операций, а также поступательно вовлекать их в сотрудничество и другие заинтересованные государства региона, а заинтересованность это присутствует. Мы способствуем налаживанию связей по линии ОДКБ «Африканский союз». Соответствующие намерения зафиксировали в совместном заявлении последней министерской конференции форума партнерства Россия-Африка. Выступаем за установление предметного диалога с контртеррористическим центром Афросоюза. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте поприветствовать вас от имени руководства Государственной Думы. Важное значение придаем развитию силовой компоненты организации. Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Потребует отдельного внимания вопросы развития авиационной компоненты, организации противовоздушной обороны в формате ОДКБ, применение миротворческих сил, в том числе в операциях ООН по поддержанию мира. Будем способствовать интеграции новейших достижений военной медицины в интересах обеспечения коллективных сил ОДКБ, совершенствовать военно-гражданское взаимодействие. Это в председательствовании целый блок укрепления роли межпарламентского сотрудничества. В нынешней непростой международной обстановке критически важным является технологическое лидерство в оборонной сфере. И немаловажную роль отводим развитию кооперации предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов государств-членов организации. Намерены расширять инструментарий для совместного противодействия международному терроризму и экстремизму, легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, с транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией. По поручению президента Российской Федерации мы внесли на рассмотрение наших союзников антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. В ближайшее время представим также проект документа по противодействию радикализации и распространению экстремистских идеологий в наших государствах-членах. В сегодняшней повестке 9 вопросов о приоритете председателей организации от иностранного вмешательства. Доложен член избирательной Центральной избирательной